Приветствую вас, мои ласточки, с вами снова Алла Касаткина, проект «Ладная я», и сегодня мы будем говорить о детях и родителях, о взрослых детях и взрослых родителях. Я советую быть внимательным и взрослым детям, и взрослым родителям. Кому-то, может быть, вначале не понравится, но в конце вы найдете решение, которое примирит вас с вашими детьми или с вашими родителями. Речь идет об инфантильных родителях. Кто такие инфантильные родители? Знаете, есть такие взрослые, которые чем взрослее становятся, тем больше впадают в детство. Ох, я не могу сама сходить в магазин, ох, меня надо отвезти к врачу, ох, мне надо то, ох, мне надо это. И они начинают рассказывать детям, а иногда еще очень зверски манипулируя тем, что я же тебя растила, и я же тебя кормила. Помнишь, в 3 года один раз ты заболел, за все время я с тобой сидела на больничном, а я пропустила там такое важное событие. И вот они ходят и подначивают, или они воспитывали своих детей с посылом: ты растешь, и ты мне должен. Вот я постарею, и ты будешь отрабатывать свою молодость и свое детство беззаботное. Ты мне отдашь все долги. Они так это все накопили и начинают. То есть получается, что обычно у человека, у женщины, чаще всего это ложится на женские плечи, поэтому мужчины, да, посочувствуйте, послушайте, в каком состоянии находятся ваши женщины, если вы смотрите это видео, и посочувствуйте им, и подставляйте свое плечо. Чаще всего это валится, причем независимо от того, чьи родители мужа или самой женщины, валится все на женские плечи. Дети на ней и родители на ней. И получается еще иногда такой упрек: ишь, ты вот этой малышне уделяешь столько времени, а я же тебя растила, а мне? И получается, женщина себя очень часто чувствует, хоть разорвись. Она понимает, что дети ей важнее, но у нее внутри хорошая девочка, не умирающая, которая орет ей и напоминает: там же мама с папой, я же должна. И вот это куда душа рвется или куда я должна, отправляет жизнь, потому что самой женщине очень часто на себя времени не остается. И именно поэтому очень часто наши женщины похожи больше на загнанных лошадей, чем на писаных красавиц, хотя по природе своей очень красивы. Что делать в этой ситуации? Во-первых, то, что вам рассказали родители по поводу того, что вы им должны, и они не умеют без вас ходить в булочную, еще чего-нибудь. Мои дорогие, это все вранье. Если ваши папа с мамой умеют передвигать ножками, относительно здоровы, они могут себя обслужить. Я знаю очень много семей, в которых родители болеют, и очень тяжело, но максимально стараются обслуживать себя самостоятельно. И если вам рассказывают, как это так, ты детей повезла на курорт, а меня кто повезет, почему меня никто не вывозит, почему вы детям покупаете обновки, а мне не покупаете, разделите родителей и детей. Родителям, да, вы должны протянуть руку помощи тогда, когда им будет совсем плохо, когда без вас они будут не в состоянии обходиться. Но их желание поиметь вашу жизнь или пожить за ваш счет, за счет вашей энергии, за счет ваших денег, за счет вашего времени, не отменяет ваше право на собственную жизнь. Учитесь это разделять. Потому что когда вы спокойно, без скандалов, скажете родителям: мои дорогие, спасибо вам за то, что вы сделали, но у меня есть дети, и я должна их поставить на ноги. Потому что когда постарею я, мне некому будет обращаться за помощью. Уделяйте внимание своим детям, потому что это действительно забота об их будущем и о вашем будущем тоже. Родители, когда они понимают, что им не на чьей шее кататься, они очень быстро учатся коммуницировать с другими людьми, они очень учатся быстро договариваться, они очень быстро учатся вписываться в семьи детей, чтобы быть им полезными, чтобы на них тоже находилось время. Если это видео смотрят вот те самые инфантильные родители, взрослые, которые считают, что им все должны, мои дорогие, хотите, чтобы вас помнили, чтобы вас не игнорировали, не задалбывайте детей своими хотелками, своими желаниями и старайтесь как-то свои желания присовокупить к тому, что делают ваши дети, если это вам действительно важно. И если вы понимаете, что дети вам могут не дать, не злитесь на них. У вас есть на самом деле 1001 возможность найти решение своим желаниям и воплотить их в жизнь, даже не напрягая своих детей. Просто разбросьте взглядом по сторонам, поищите возможности, и они у вас обязательно найдутся. А плюс дайте пожить своим детям своей жизнью и, наконец-то, научитесь жить сами своей собственной жизнью. Вы же бежите к детям не потому, что вам действительно нет возможности сделать то, чего вы хотите самостоятельно. Вы же отнимаете
время детей, требуете их присутствия в своей жизни просто потому, что вы боитесь остаться один на один с собой. Найдите себе друзей. Общайтесь с кем-то, кто такой же, как вы. Рассказывайте о том, что вам интересно. Пойдите чему-нибудь учиться. Вы поверите, в это время вы откроете для себя столько интересного в жизни, чего у вас до этого могло и не быть. И теперь мой совет и детям, и родителям. Для того, чтобы не превращать жизнь в сплошной конфликт, для того, чтобы не лишать вот то подрастающее поколение внимания, энергии, больших возможностей, объединитесь. И у родителей детей, то есть и у бабушек, дедушек, и у родителей непосредственно есть что дать молодому подрастающему поколению. Хорошее, полноценное – это любовь, это внимание, это советы, когда спросят. Вы можете посочувствовать в чем-то детям, вы можете в чем-то по мелочам им помочь. И тогда ваши отношения станут ближе и крепче. Да, просите помощи тогда, когда вы не можете справиться. Но если вы просто считаете, что вам должны, научитесь прикусывать язык. Потому что наступит такой момент, когда вы своих детей, вот этих взрослых детей, которые между двух огней находятся, им и туда энергию отдавать надо, и сюда. Когда вы их добьете до такого состояния, что им самим нужна будет помощь, а помогать некому. Что тогда будете делать вы? Просто подумайте. От всей души желаю вам счастья, мира в ваших семьях, ну и побольше интересного в ваших жизнях. С вами была Алла Касаткина. Ставим лайки, подписываемся на канал. До скорой встречи в следующих видео.